Всем привет, друзья! Сегодня приготовим самостоятельно карамель для леденцов, не применяя градусника и изомальта. Покажем, как закрасить небольшое количество сиропа в разные цвета и расскажем о главных правилах, применяя которые у вас без труда получится сделать такие леденцы. Мы будем варить на индукционной плите, а также можно использовать любую другую варочную поверхность. У нас в ковшике 110 грамм сахара, 50 грамм глюкозного сиропа. Также вносим не менее 40 грамм воды. Точное количество воды не важно, она в любом случае выпарится при варке с сиропом. Включаем сразу большой нагрев, ждем, пока масса закипит и сахар растворится. Если вам из маленького количества карамели нужно сварить леденцы разного цвета, то к моменту растворения сахара часть сиропа перелейте в другой ковш. У нас будут прозрачные леденцы и в розовом оттенке. И такое маленькое количество карамели закрашивать на конечном этапе, когда масса уже начнет загустевать, по отдельности будет неудобно. Поэтому для нас метод варки таким образом также актуален. Отлили половину сиропа и ставим увариваться сейчас только один из ковшиков. Данную порцию варим для прозрачных леденцов, поэтому никакого красителя сейчас не добавляем. Пока уваривается сироп, подготовим необходимые формы. Раньше делали леденцы на обычных силиконовых ковриках, сейчас приобрели фигурные молды нужной нам формы. В них леденцы получаются идеально ровными. Процесс заливания на обычный силиконовый коврик также покажем в данном видео, но чуть позже. Для леденцов потребуются шпажки и при необходимости абсолютно любая посыпка. Мы никогда не варим сироп при помощи градусника, а ориентируемся на треск карамели при опускании ее в холодную воду. В процессе кипения вода будет испаряться и пузыри будут более густые, крупные и лопаться медленнее. Как только видим такие пузыри, начинаем проверять готовность путем опускания шпажки с сиропом в холодную воду. Если слышите характерный треск, карамель готова. Такой звук напоминает трескание льда. Мы опустили карамель в воду, и она пока не хрустит, поэтому нужно немного проварить еще. На данном этапе никуда не отходим, так как карамель можно легко переварить. Она быстро приобретет желтый оттенок, поэтому проверяем готовность каждые 20 секунд. Проверяем еще раз, треска пока нету и увариваем дальше. На этот раз слышен треск, и карамель для леденцов готова. Если измерить температуру, она будет сейчас 155 градусов. Нагрев мы отключили, сейчас нужно дать немного постоять, чтобы масса перестала кипеть. Индукционная плита снизу уже не дает никакого дополнительного нагрева, поэтому мы оставим кастрюльку прямо тут. Силиконовые формы уже очистили, и теперь заливаем леденцы горячей массой. Минусом такой карамели является то, что залить прозрачные леденцы без желтизны не получится. Для этого нужно использовать именно изомальт. А вот закрасить их в белый и в другие цвета возможно. Далее покажем, как мы это делаем. Сразу же вставляем шпажки и быстро посыпаем посыпкой. С самостоятельно сваренной карамелью нужно работать очень быстро, так как процесс застывания у нее быстрее, чем у изомальта. Эти леденцы оставляем на столе до полного остывания. А в кастрюльке у нас осталось небольшое количество сиропа, его можно подогреть еще раз и использовать повторно. Но делать так можно небольшое количество раз, иначе масса начнет засахариваться. Так как в кастрюльке у нас недостаточное количество для необходимых нам леденцов, мы добавим со второго ковшика немного сиропа сюда и уварим еще раз. Данные леденцы будут нежно-розового цвета, поэтому на данном этапе добавим немного розового красителя. Мы используем обычные гелевые водорастворимые красители. Карамель очень легко закрашивать, поэтому с красителем нужно аккуратно и добавлять совсем чуть-чуть на шпажке, так как очень легко переборщить. Хорошо перемешиваем и также увариваем до состояния хруста. Если вам нужно будет добиться холодного голубого оттенка, с данной карамелью этого сделать также не получится, так как от желтизны она будет получаться с более теплым подтоном. Если бы мы делали леденцы из изомальта, то не нужно было бы переливать в различные кастрюльки, так как он достаточно долго не застывает и можно закрашивать массу поочередно уже в готовой уваренной карамели. Но самостоятельно сваренная карамель загустевает и застывает намного быстрее, чем изомальт, и закрашивать уже потом загустевшую
загустевшую карамель в другой нужный нам оттенок будет очень неудобно, поэтому мы увариваем частично, чтобы спокойно закрашивать. Данная порция уже уварилась. При опускании шпажки в воду она хрустит. Теперь также даем постоять буквально полминутки без нагрева и начинаем заливать в такие формочки. Увариваем следующую партию, и сейчас нам нужны непрозрачные леденцы, и для этого добавляем порошкообразный белый краситель, который дает матовость. И еще добавим немного розового, чтобы сделать цвет поярче. Также увариваем, видим крупные пузыри и начинаем проверять готовность на хруст. Таким же образом заливаем формочки. И из данного количества ингредиентов у нас получилось 8 леденцов. Пока они застывают, покажем, как залить леденцы на обычный силиконовый коврик. Также уварили партию карамелью, окрашенную в красный цвет. Проверили готовность и теперь даем немного постоять. Если начать заливать жидкой карамелью, леденцы на коврике расплывутся и получатся кривыми. Используем для леденцов вот такие термостойкие коврики для выпечки. Если заливаем на тонкие силиконовые коврики, они от температуры начинают приподниматься и в итоге леденец расплывается. Ждем, пока карамель совсем немного загустеет, и выливаем на коврик прямо из ковшика. За счет того, что карамель густоватая, леденец получается ровным. Также даем остыть, и вот что получилось. Молды с леденцами постояли так около 15 минут, и вот такие идеально ровные они получаются. Леденцы сейчас полностью сухие, но любая карамель имеет свойство быстро впитывать в себя влагу. И если после остывания оставить неукрытые леденцы при комнатной температуре, за пару часов они станут липкими. Поэтому, если вам нужны леденцы в упаковке, к примеру, на детские праздники, после остывания сразу же их упаковываем. Для эксперимента данный леденец положим в холодильник на 15 часов и покажем, что с ним станет. Визуально с ним все хорошо, но поверхность у леденца стала липкой. Для декорирования торта в этом нет ничего страшного. А вот если ваш леденец сразу после застывания становится липким и мягким, не твердым, значит вы не до конца уварили сироп. Для декорирования тортов заранее леденцы не варим, а делаем это непосредственно перед этапом декора. По данному рецепту готовим леденцы почти для всех наших тортиков, а укорачиваем шпажки вот таким образом. Немного надкусываем, а затем ломаем руками. Если убирать лишнюю длину шпажки полностью кусачиками, большая вероятность, что она треснет вдоль длины. А наше видео подошло к концу. Будем очень рады вашим комментариям и лайкам. А тот, кто еще не подписан на наш канал, заходите к нам в гости и знакомьтесь с множеством полезных роликов. Также напоминаем о нашем инстаграм-профиле, где получите много полезных советов и идей. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в будущих роликах!